Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Август 2025. Что спешит в вашу жизнь? Что спешит на ваш порог? Но должна сказать, что август месяц нас не призывает, по крайней мере, первая половина куда-то торопиться. И ретроградный Меркурий, который с 18 июля, и продлится это почти до середины, до 10 августа. А конец месяца, он может быть совершенно в других энергиях. Вот там как раз может что-то и ускоряться, могут и метаморфозы быть, неожиданная информация. Но вот этот период очень важно будет посвятить как ежедневному восстановлению. Это может быть, как несколько минут, 15-30 минут в вашей жизни, когда мы ежедневно себя благодарим за какие-то победы, когда мы даем себе определенный релакс для того, чтобы восстановить ход мыслей, может быть и так, да, паузу какую-то берем. Это и благодарность самому себе, к примеру, за то, что выдержали какой-то сложный период, или одержали маленькую какую-то победу, или позитивные моменты в повседневной жизни, пусть это на бытовом уровне, мы тоже что-то сделали, и значит мы себя благодарим. Не ставить планку слишком высоко в этот период времени и помнить, что ведь очень многие вопросы, они как раз не зависят от того, что мы преодолеваем барьеры какие-то или ограничения на скорости. Как будто вот не пускают нас куда-то, а мы сейчас разбежались и вот так вот штурмом пытаемся решить заданный вопрос. Нет, тут будет и важно дождаться момента, когда мы самим себе можем сказать, а вот теперь пора. То есть подождать, может быть, когда придет время, анализировать постоянно, что вокруг вас происходит, что говорят люди, чтобы вот этот момент волшебный не упустить. И все это нам помогает, как и справиться со стрессом, с тревогами, э, избежать апатии, эмоционального выгорания. Помните, что жизнь в любом случае идет вперед. И иногда нам приходится и ускоряться, но даже среди вот этих ускорений. Или раз уж нам довелось с вами жить в эпоху перемен, есть много позиций, которые мы не в силах изменить. А вот нашу стратегию и тактику нам часто приходится корректировать. Поэтому для этого тоже нужны и позитивные эмоции, и вдохновение, и вера в собственные силы. И поэтому вот их восстановить, наверное, в этот период времени нам и предлагают небесное расписание. Но это так, по части планетарных транзитов. Ладно, для любви, кстати, личной жизни. Это время может быть волшебным, мои дорогие. Поэтому в нашем раскладе первые позиции касаются отношений. Для тех, кто в паре, первая карта. Для тех, кто один или одна. Возможно ли новое знакомство, в принципе, что нам подскажут карты. И для тех, кто в сложных отношениях. Четвертая карта будет у нас рассказывать ваши достижения. Какие вы там планы построили. Сфера финансов. Чего вы не видите? И в чем вы поставили точку, а оказалось запятая или многоточие? И как карта совет или что вам нужно услышать, мои дорогие весы, что принять во внимание. Давайте будем смотреть для тех, кто в паре, что же там. Ну, аркан Луна, нет, тут какая-то непроясненная явная ситуация. Две колонны, и нам изображены, да, и как будто нам ведь не нужно направляться в одну из них, а нам нужно между. С одной стороны, ну, в этой колоде нам тут как собаки прорисованы, но в классических колодах с одной стороны волки, с другой стороны шакалы. Ну, вот, правда, у кого-то может быть и очень сложная ситуация. Меня смотрят разные люди. Слушайте свою интуицию. Эта карта, знаете, тем не менее, для тех, кто в паре, она будет говорить о том, что, да, эмоциональный фон, он такой особенный. И если у вас сейчас в паре все хорошо, то это как новые грани чувственности, мои дорогие. Это как новое вдохновение, новая сила желаний даже в несколько подувядших отношениях. Это есть, конечно, и возможность что-то реализовать, но и с другой стороны, если мы говорим две колонны, ну вот пока на этот период жизни невозможно что-то прояснить.
потому что и иллюзии по аркану Луна проходят. Я вам должна сказать еще такой момент, все-таки старший аркан. Если вы куда-то отправляетесь, мои дорогие, пусть даже вместе со своим партнером, для вас будет важно не находиться в толпе. Все же иногда как карта предупреждения, причем, знаете, вам могут, предположим, встретиться разные попутчики. Вас могут к чему-то призывать, вас могут к чему-то и склонять. Вот вам ни вправо и ни влево. Вам, опять же, между, потому что пока что-то не определено. И если б мы про толпу, которая именно снаружи, если вы на улице где-то или случайно, тут у каждого по-своему, то вам в другую сторону от этой толпы. Есть такое выражение «меня несет толпа». Ну вот примите к сведению, что вам действительно нужно сейчас, когда Луна выпадает, сохранять самих себя. Для тех, кто один или одна, конечно, если мы спросили, может ли быть новое знакомство, туз жезлов, причем случайно. Может быть, это человек, который вам даже принесет какую-то информацию, или случайная встреча, когда вы можете отправиться для того, чтобы вам нужно решить какой-то свой вопрос, который касается именно деловой сферы или согласования каких-то важных. Вы можете даже познакомиться случайно, вообще не предполагая, что вы настроены на какое-то новое знакомство. Вот что-то подобное может прийти по тузу жезлов. Но сама по себе, если мы спросили, возможность есть? Да, возможность есть. Но она как бы идет не от нашего бездействия, а от того, что мы для себя расширяем несколько диапазон возможных знакомств или то, что мы не сидим дома для начала, потому что конкретно тут прописано действие. Через ваши действия приходят в жизнь новые люди. Поэтому для тех, кто подзастрял в сольном варианте, примите это к сведению. Для тех, кто в сложных отношениях. Но опять же мы тут все сохраняем, поэтому у кого-то, ну, наверное, как жизнь семейная, она не бывает чаще всего в одной палитре, да, бывают по-разному. Бывают, когда мы не понимаем друг друга, вообще работа над отношениями, она всегда предусмотрена, потому что встречаются два разных человека. Есть то, что еще, может быть, вас вместе связывает. Это как раз и дает возможность договориться. Но здесь эта карта может подсказывать такой момент. Если вы будете давить чересчур на партнера своим авторитетом или своим контролем, но тут может быть какое-то противодействие все-таки, потому что с вами могут не согласиться, понимаете? Поэтому контролировать нужно, но как-то более мягко, может быть, незаметно. Вот как по аркану Луна. У кого-то будет взаимосвязь именно и по паре, и по сложным отношениям. И пусть вы не семья, может быть, и не проживаете вместе, но это какие-то длительные отношения. Может быть, и была семья, а вы потом расстались. Тут ведь тысяча вариантов. Здесь могут быть и отношения на расстоянии, почему нет, когда вы разъехались. И вполне вероятно, по тем причинам, которые от вас не зависят. Это как сила непреодолимых событий. Меня смотрят люди из разных стран. И вроде что-то сохраняется. Может быть, когда нет вестей, мои дорогие, и вы уже не понимаете, как это вообще все воспринимать. Либо человек молчит, либо, ну, какая-то есть причина весомая. И все же мы тут, ну, с места в карьер точно не торопимся. Ну и я должна сказать, что по аркану Луна тут сколько не педалирую какую-то ситуацию. Ну, может быть, по крайней мере, пока ретроградный Меркурий, да, мы не получим какую-то весточку, или человек не выйдет на связь, или не прояснится какая-то обстановка. Вот правда, по сложным отношениям здесь могут быть такие еще в затяжку двойственные ситуации. Но тогда вы, скорее всего, сохраняете чувства, отношения. Это что-то живое. Это не то, что мы складываем в архив. Хотя для кого-то из вас будут те отношения, которые вы уже в этот архив готовы сложить. Но ждете какой-то ответной реакции от партнера. И тогда, наверное, не совсем в этот период. Может быть, вторая половина августа, она для вас откроет какую-то другую палитру, другие возможности, другие новости. Потому что по аркану Луна тут все идет в свое время. Ведь Луна нам о чем говорит? Это сейчас какие-то ориентиры, образы.
но выглянет солнце и все встанет на свои места. На канале будут и другие видео на период августа, мои дорогие, поэтому мы с вами делаем такую прелюдию пока на август, поэтому будем видеть, как что будет развиваться. Ладно, сфера ваших достижений. Что-то вы тут придется вам переигрывать, переделывать. Рыцарь мечей. С одной стороны, мы, знаете, мы можем искать какую-то правду. К вам может прийти, тем не менее, по части ваших достижений. Может быть, это касается документов, кстати, важных согласований, когда вам приходится менять траекторию, менять направление, что-то переигрывать, пересматривать, перезаключать какие-то бумаги, самого себя как будто перестраивать на новый манер, может быть, даже и так. И этого требуют обстоятельства. Это энергия рационализма. Может быть, мы бы и хотели, чтобы ничего тут не менялось, но иногда эта карта говорит о неожиданных визитерах или получении информации. Может быть, эта информация именно по части вашей занятости, труда, достижений, вашего личного дела, творчества. И тут ряд вопросов вам придется вообще решать безэмоционально. Это могут быть и конкретные люди. Иногда, кстати, для тех, кто работает, и если вы занимаете руководящий пост, иногда это проверяющие. Правда, бывает такое. Это, знаете, могут быть как люди, как борец за правду. Ну и так и бунтарь без причины, когда причины нет, а сложный такой эмоциональный фон у человека. И правда, этот период для нас может такие моменты, дни складывать, когда мы сталкиваемся с людьми, которые не умеют себя держать в руках. И если ваша сильная сторона– это баланс, безусловно, вы умеете быть дипломатом, так вы можете столкнуться с такими людьми, которые бесконечно бросают перчатку, что-то вам пытаются доказать. Поэтому и вам придется к этому относиться, ну, вот так вот мудро, хладнокровно и в то же время, ну, самому себе не навредить все-таки по этой карте. Но есть еще и другой момент, когда мы замотивированы. И вот эта мотивация, она тогда проигрывается для вас со знаком плюс. Потому что если мы хотим добиться чего-то, поставили цель, то значит мы готовы корректировать мелкие планы. И вот в этом будет ваша сильная позиция. Деньги. Но как будто направление, да, нам уже показывает рыцарь. Так вот он выглядит в этой карте. И, кстати, это колода Таро ангелов-хранителей. Кое-где есть изображение ангелов, а где-то нет. И вот где нет, это все зависит целиком и полностью от вас. Поэтому что-то вам тут передумывать так вот рационально придется, мои дорогие весы. Ну вот смотрите, финансовая ситуация старшей или финансовая сфера, 12-й старший аркан. И вообще это какая-то карта паузы, безусловно. Но и карта того, что мы словно должны очнуться, проснуться, перестать что-то ожидать, мои дорогие. Тут, знаете, не ждать, что как-то завтра улучшится ситуация. Кстати, могут быть задержки в деньгах, безусловно. Может быть, вот тот новый проект, который вы себе задумали, быстро тоже вот какими-то семимильными шагами не пойдет. Или, мои дорогие, для кого-то из вас, если вы действительно вынуждены менять или работу, или вы вторичный доход продумываете, да, или сразу и вторичный способ деятельности, как можно заработать деньги. Явно весы пытаются решить какую-то ситуацию по финансам, это факт. Но здесь, знаете, было бы неправильно надеяться на какие-то прежние возможности. В целом так. Ведь 12-й аркан нас призывает передумать, переиграть. Я только что об этом говорила. Пусть достижения, но, в общем-то, это и сфера, откуда к нам приходят деньги, по сути дела. Здесь взаимосвязь явная какая-то присутствует, и поэтому для вас новое направление совершенно необходимо. Потому что если мы будем просто ждать, мы ничего не дождемся. С другой стороны, к деньгам будьте внимательны на август, потому что нам самим придется все же через какую-то паузу идти. И хорошая будет практика оставить заначку, например, вот это точно. Или быть более предусмотрительным в своих тратах. Вот на сферу финансов это так. Ладно, чего вы не видите, мои дорогие? А на вас будут влиять или оказывать влияние много людей. И в вас многие заинтересованы, правда.
И по семерке жезлов мы сами собственный дзен, собственные интересы должны хранить, собственную территорию как будто. И человек ведь нам, который вооружился жезлом, он вот, посмотрите, в своей территории находится. А это то, что все вокруг. Так вот это вокруг нас могут и призывать к чему-то. Или наоборот, нам могут давать какую-то, ну, допустим, рассказывать какую-то историю или действовать, воздействовать на нас таким образом, чтобы мы с чем-то или с кем-то согласились. Потому что вау-проект или какая-то, ну, прогрессивная такая тема может быть. А вам тут важно не замечтаться, себя не поставить на паузу. Или не потратиться, мои дорогие, непонятно на что, в надежде, к примеру, если мы свяжем все три карты воедино. Все же тут есть какая-то тема. Посмотрите, ангел все-таки нам как будто парит, но в перевернутом таком состоянии. То, что от вас не зависит. Понимаете, если есть какие-то паузы, задержки, мои дорогие, то это, ну, вряд ли вы можете как-то ускорить. По крайней мере, на начало августа. Тут будет идти все своим чередом. Поэтому и вам надо быть. Вот ни разу не замечтаться. По крайней мере, первая половина августа. Так это наверняка. Вам придется буквально самих себя сохранять. И что бы вам тут ни рассказывали, что бы вам тут ни обещали, вам тут могут как и льстить, так и наоборот что-то не очень лицеприятное высказывать. Или быть, знаете, вот токсичные люди могут быть в этот период, поэтому и вы можете с такими столкнуться. Тут, как знаете, все средства хороши. И, может быть, человек приходит в вашу жизнь, начал за здравие, да, наоборот, слезть из какой-то, потом, видя, что вы не соглашаетесь, ну и перешел к другой стороне, когда он начнет с вами спорить, мы говорим, кончил за упокой, и начиналось все красиво, а потом какая-то перебранка пошла. Вот такое тоже могу допустить. И тем не менее свой собственный дзен надо сохранять. В чем вы поставили точку, окажется многоточие. Вы тут не можете сами как будто поставить в чем-то окончательно точку. Вам нужно провзаимодействовать еще и с ситуацией или с людьми, которые присутствуют в вашей жизни. В целом, мои дорогие весы, вы подводите итоги. И это не бездействие, отнюдь нет. Но ваша жизнь, по крайней мере, в период августа, на каком-то этапе августа, она будет зависеть как и от внешних ситуаций, так и конкретно от людей. И договариваться придется, переигрывать где-то и подождать придется, поэтому сами собой не рискуйте. Тут из прошлого, если мы говорим по 20-му старшему аркану, а я могу допустить, за период ретро-меркурия могут вернуться некоторые персонажи. И примите во внимание, что это совсем не обязательно будут те люди, которых мы рады видеть. Тут совсем может быть и наоборот. Или если были в ваших отношениях даже, да, если мы на отношения смотрим, были люди, когда с ними не сложились на уровне взаимопонимания контакты. Но вот тут и проблемы-то старые, они тоже никуда не делись, поэтому будьте прозорливы, внимательны. Но здесь, знаете как, с одной стороны, это карта возрождения, безусловно. Мы как обновляемся, обновление, да, мы можем ведь и принять какую-то историю прежнюю, но тогда принимайте, что вы человека не измените. Тут самих надо себя менять, и вам придется, значит, подстраиваться. Может быть, и какая-то история, кстати, два старших аркана. По части финансов тоже подходит к концу. Вот я говорила, да, быстро как будто вы тут что-то не переиграете, а тем не менее уже смотреть как будто в новом направлении вам необходимо. Или себя перестраивать. Но это, знаете, как тот маховик истории, который можно представить, что он как заржавел. И пока вот это вот наберет силу или наберет скорость, наберут вот эти обороты, должно пройти какое-то время. Поэтому, правда, первая половина августа, куда-то не торопитесь. Вы тут не можете что-то быстро вот так на всем скаку преодолеть или быстро с чем-то разобраться. Но в этот период вы можете, должны даже, я бы сказала, поставить перед собой какие-то совершенно новые направления. Без этого невозможно. Если вы будете ориентироваться на прошлое, а оно завершается, но все равно же выглянет солнце и что-то для вас прояснится. Но сказать, что
В августе все точки над «и» вы расставите? Наверное, нет. А вот, может быть, уже в сентябре как раз жизнь набирает вот эту скорость или обороты, и вы будете себя чувствовать более свободным буквально. А может быть и вторая половина августа о каком-то освобождении тоже для вас будет говорить. Ладно, давайте, что вам нужно услышать? И все то, что я только что сказала, новое направление, тем не менее, вам необходимо выбрать и быть готовым к неожиданностям. Именно что важно услышать? Быть готовым к неожиданностям. Эта карта говорит в первую очередь. Рыцарь жезлов. Ему любой драйв, только бы не болото. У кого-то из вас, задумайте, например, иногда по этой карте нам говорят, что мы должны быть спонтанны. Так вот, для кого-то из вас, если ваша душа просит поездки, отдыха, переезда или просто, может быть, какого-то маршрута недолгого, поверьте, для вас будет очень важно восстанавливать силы или быть в новых местах, примерить на себя какие-то новые энергии и мчиться буквально. Рыцарь жезлов, извините, читаю по-итальянски и автоматически чуть не сказала. Вам именно передвижение, перемещение помогает. Вам помогает точно так же, когда если вам что-то предлагают, а вы через практику пробуете это. Потому что вы пока еще не видите, нам ведь об этом уже сказали карты, примеряете, может быть, через опыт какие-то новые возможности, прежде чем вы определитесь с каким-то направлением, или смотрите, или одновременно пытаетесь себя прочувствовать, а мне вот это нужно или нет. Но тут не сидя на сундучке это возможно сделать, а именно через пробу какую-то. Или, может быть, это какой-то маршрут или какое-то путешествие, встреча с конкретным человеком, или пробуя себя в каком-то новом деле, направлении. Ну, не получилось, ну ладно, попробую что-нибудь другое. Тут позволить себе право на ошибку. Вот это самое главное. Мы ошибаемся, может, мы ошиблись 1050 раз, но еще столько же ошибемся. Поэтому будьте добрее к самим себе и держите руку на пульсе. Ваша жизнь действительно набирает постепенно обороты, ведь это карта скорости. Поэтому, наверное, у каждого по-своему. Вроде бы и есть какой-то стопор. Несколько карт говорят о неспешности. Но 20-й старший аркан говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда полный вперед. А с учетом, что вам нужно услышать, значит, какой-то, знаете, как пункт или словно вот это пора, когда нужно себе самому сказать, что а вот теперь пора. И вы как переключаетесь в другие энергии. Перекладывайте на себя, мои дорогие, весы. Неоднозначный может быть для вас август. И у каждого вот это как время пришло. Так у каждого будет какой-то свой срок и своя дата. Может быть, это будет связано с новостью, с конкретным человеком, или с вашей какой-то поездкой, или том, что вы вообще все переиграете на 180 градусов. Вот этого я тоже не исключаю. Будьте добрее к самим себе. Спасибо, что вы откликаетесь. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.